Здравствуйте, мои дорогие зрители! Приветствую вас на моем канале, добро пожаловать! И сегодня сделаем мы сейчас отливочку, дорогие мои. Само собой, отливка-чистка. Чистим мы, открываем новые пути, дороги будем, то есть перекрытые пути будем открывать. Еще на эту тему мы будем делать расклад, и не один гадание, но мы начинаем. Угу. Ого, какие перемены идут. Значит, идет принятие решения. Выбираете между, знаете, как сердце и разум. Такая идет. Вот смотрите, как коптит. Видно вам, коптит, как свеча. То есть чистим. Чистим, дорогие мои. Открываем пути. Выбор. Сердце и разум. Что победит, скажем так, да? Вот выбираете между любовью и привычкой. Между каким-то острым счастьем и стабильностью. Возможно, первый раз в жизни вы так сильно любите. И он тоже. Вы знаете, все взаимно. Надо только решиться и сделать этот шаг. Поскольку я вижу вас в совершенно новых обстоятельствах, в новых энергиях, значит, все-таки время перемен в вашей жизни пришло. Пришло время перемен. Так. Дорога идет. Дорога с несколькими пересадками. Как будто утомительно немножечко вам, конечно. Но в итоге довольны будете, что добрались до пункта назначения. И на месте вижу много суеты. Ну вот вам это все нужно решить, какие-то ваши эти дела. Задачи вы свои все выполните. То, что вы задумали, то, что вы напланировали, все получится. Так, кто-то тут хорошеет на глазах. Вы знаете, ваша энергия, вот эти глаза блестящие, улыбка, волосы, вот будут притягивать здорово мужчин. Кто-то стоит на пороге нового знакомства, нового романа. Мужчины приятная наружность такая, красивые глаза. Вот как будто кажется, что карие, как-то так чувствую, медовый такой цвет, светло-карие. Судя по фигуре, сильная личность. Вот. Работа какая-то серьезная, ответственная. Я вижу у него за спиной много людей. Видимо, он за них несет ответственность. Коллектив его может быть. Но в общении человек мягкий, такой теплый, спокойный. То есть он свою вот этот стержень, свою ну, какую-то строгость, что ли, такую решительность, это он все реализовывает на работе. Дома он очень даже такой человек мягкий, спокойный. Так, дальше. О, какое тут пошло. Смотрите, у кого-то есть соперница. Вот эти мои слова касаются только тех, у кого вы точно знаете, что есть соперница. Пожалуйста, у кого все хорошо, не надумывайте, ладно? Если нет таких фактов, то на себя не тяните это одеяло, хорошо? Так, вижу, что дама эта, она так, скажем так, какое слово подобрать, обнаглеет, что как-то вот проявится. То ли напишет, то ли звонок идет. Может быть, подойдет во время случайной встречи, скажет что-то. Вы знаете, у нее есть желание прям вот разрушить ваши отношения. Понятно, что с вашим мужчиной в вашу жизнь. И никаких нет принципов, никакой как бы совести. Вы знаете, тут вот ей как будто хочется увидеть вас. Не забудьте, касается тех, у кого есть эта проблема. То ли в гневе, то ли как бы в слезах, то ли в растерянности. Вот прям вот, вы знаете, постарайтесь не дать ей этого удовольствия. Вот будьте сдержаны. Вы знаете, у нее в итоге не получится. Она останется у разбитого корыта. А позже, бумеранг ей прилетит.
Причем не только за то, что мужчина хочет увести вашего, да, а за попутные, совершенно какие-то подлые поступки, за вот желание сделать как можно больнее, понимаете? Вот за это ей прилетит попозже, но вы узнаете об этом. Вот каким-то образом к вам эта информация дойдет позже, что там и как там пошло. Так. Кто-то тут накопительством занимается. Денежки нужно накопить на что-то важное, на какое-то важное дело. Вот здесь, как, знаете, и отказывает человек себе во многом. Потому что есть цель. Целеустремленная здесь у нас личность. Вы знаете, вы своей цели добьетесь. Хоть не быстро. Вот я вижу прям вот как черепашка, но медленно, да. Медленно, но уверенно. Вы идете к своей цели. То, что вы задумали, у вас получится. А это самое главное. Каждый идет к своей цели своим путем, своей дорогой, правильно? Смотрите, какая-то женщина, вижу, как бабочка летает от одного мужчины к другому, а потом к третьему и так дальше. И нравится ей это, нравится. Любуется своей красотой, своей фигуркой. Вот нравится покорять мужчин, как бы сражать их с первого взгляда их, да. Красивая женщина. Но вот здесь есть такой совет тонкий, что надо ей притормозить. Пока она в своем расцвете, своей молодости, своей красоты, надо выбрать мужчину для жизни, на котором остановиться уже. Потому что позже, как говорится, куда и пропадает эта красота, она же увядает тоже. И совсем другие пойдут тогда мужчины, другие предложения. И может быть потом большое сожаление вот о потерянном времени, о потерянных возможностях. Как вот большой совет остановиться, притормозить и сказать себе, да, надо идти дальше уже другой дорогой. Более, что ли, правильной, вот так вот, скажем так. Так. Кто-то тут, вижу, так много плакал, какая-то женщина. Но здесь женщина как постарше, так возрастом. Так много слез пролито, как будто много в жизни бед было, каких-то потерь, может и предательства. А тепла вот и любви было мало. Может и был рядом мужчина, но он как-то эгоист, занимался сам собой, своей жизнью, делал, что хотел, жил, как хотел, для себя жил, да. И кажется вот женщине, что ничего уже не будет хорошего, что может быть хорошего, уже вроде возраст такой. Вы знаете, я здесь вижу, такой будет разворот, такой поворот в вашей жизни, такой мужчина хороший заходит в вашу жизнь, боже мой, просто будет вас на руках носить. И в прямом смысле слова, и в переносном. Здесь вот будет совершенно какое-то случайное знакомство. Оно и коротеньким каким-то будет. Но вот вы друг друга сразу как бы выделите. Вот будет или толпа это людей, либо еще какие-то люди вокруг вас. И вы вот как друг для друга такую галочку поставите, да, что ой, какой мужчина, как он мне нравится. А он же точно такую же галочку в своей голове поставит. А потом еще одна будет встреча, понимаете? А потом завяжутся отношения ваши. И уже пойдет оно все уже, никто тут не помешает, никто не остановит, все нормально будет. Даже если есть у вас дома мужчина, ну, да, муж, допустим, но не устраивает вас, не дает ни любви, ни ласки, ничего хорошего, да, здесь вы примете решение, что хотите и вы тоже счастливой быть. Вот. И просто отдадитесь этому чувству, и новая совсем жизнь здесь будет. Новая, интересная, яркая, счастливая.
И ваши родные люди, либо подруги, там, друзья, очень хорошо его примут. Все скажут, что ну вот это точно твоя уже половинка. Вы будете как чувствовать одинаково, как понимать друг друга с полуслова, с полувзгляда. Вот так вот. А вы даже думаете, да, разве такое бывает? У кого-то бывает, а у меня навряд ли. А у вас тоже такое вот оно идет, получится. Мужчина какой? Ну, такой вижу, крупный, но не толстый, а знаете, вот большой просто. Такой высокий какой-то, крепкий, коренастый такой. Руки золотые, добрый. Что-то любит руками мастерить, то ли ремонтировать, то ли делать. Вот. Но это больше как хобби. Я не скажу, что это работа, это нравится ему что-то там делать руками. Сад тоже любит, цветы, много чего умеет. Но такой хороший мужчина. Вот женщины рядом нет, не вижу женской энергетики, не буду утверждать, но может быть даже и вдовец. Такой хороший мужчина не может быть совсем уж один, да, какие-то же у него за плечами есть же отношения. А тут вот прям пустота, поэтому есть такое ощущение, что может быть потому пустота, что просто человек был рядом, да, но ушел. Вот, но и у него нет ничего, чтобы его тянуло как-то в прежние эти предыдущие отношения, какой-то тяги туда. Может, воспоминания, конечно, и есть, я это сейчас не читаю, но вот тоски, тяги туда как бы нету. Поэтому помех не вижу никаких, чтобы он хотел куда-то там вернуться. Так, вижу, вот женщина стоит, опустила голову, плачет. А сзади подходит вот так человек и руку на плечо кладет и вот успокаивает, как-то утешает. Высокий такой человек, выше, чем женщина. И говорит, ну, все будет хорошо, не плачь, какая-то идет кому-то поддержка. Смотрите, покажу вам. Вот стоит женщина, вот голову опустила, видно вам? Вот мужчина, вот он руку кладет ей на плечо, сзади так. И думает, голова, смотрите, большая какая, говорит о том, что он думает, как помочь, чем помочь, что сказать. То есть вот, кому-то в трудную минуту идет поддержка от какого-то мужчины. И чисто сердечно, так вот он от всей души хочет помочь. Такое идет тоже мне. Так, а здесь вижу, кто-то собрался. Но это молодой кто-то, совсем вот молодежь вижу. Вот босые прямо ноги стоят. Почему босые? Потому что уйдет, как говорится, в чем есть. Вот видите, две ножки стоят босые. Это кто-то, скорее всего, будет как из дома, ну, как из отчего дома вырастают, да, дети взрослые, и уже хотят отделиться. Где-то жить отдельно, или ехать учиться в какой-то город, или работать. Или там, может быть, половинку свою уже встретят, там, любимую, хотят отдельно жить. Вот как отделяться будет. Почему босиком? Ну, потому что в чем есть. Он еще все впереди, как сказать, заработает, этот человек. Это юный какой-то человек, уходит на отдельное, как бы, проживание. Вот, стрессов тут никаких не вижу. То есть это не скандал, ничего, а просто такое выверенное, спокойное, взрослое решение идет. Так, какая-то очередь также вижу. Очередь. Скорее всего, соцорганы какие-то, что ли. Что-то нужно получить как будто. И в очереди почему-то одни женщины, вижу, стоят. Вот. Ваша очередь, те, кто меня смотрит и кто будет обращаться, да, вижу, что как-то довольно близко вы уже к цели вашей, что-то будете получать. То ли какую-то помощь, то ли что-то такое. И стоит на очередь вроде и большая, но вы уже вот-вот близко должны получить. Если что-то ожидаете, да, от государства, скажем так, то скоро это вы получите. Может, реально будете в очереди стоять, а может, это как бы виртуально все, да, где-то вы там записаны и что-то ждете. Так, новость еще кому-то прилетит важная. И вы эту новость, она вас очень обрадует. Я вижу, что вы вот узнаете это что-то и начинаете тоже ее дальше передавать. Кому-то вы позвонили, кому-то написали.
делитесь этой новостью. Очень хорошая новость. Может, близкого вашего кого-то, родного или ну, друга, там, подруги касается. Какая-то очень хорошая новость заходит к вам, которой вы захотите поделиться с другими людьми. Так, и здесь еще, знаете, в финале что вижу? Будет знакомство у кого-то с мужчиной, а мужчина чем-то, у него есть, знаете, какое хобби? Музыка, он что-то играет на каком-то инструменте. Какой-то инструмент в руках, не могу понять, такой какой-то, как куб такой. Это что ли аккордеон? Вот, мужчина-музыкант, и очень ему это нравится, и он и поет так красиво, так хорошо. В общем, как бы всей душой вы этого человека примете. Вот, я прям вижу, как вот здесь парочка, он играет, вы поете, то есть вот, может быть, вот где-то так на каком-то то ли концерте, то ли на вечеринке какой-то познакомитесь. И так оно дальше и пойдет. Вот. Женщину мне показано близко и хорошо. Что отличительная черта женщины — это большая грудь, то, что я вижу. Больше другого ничего не увидела. Вот это вот, что мне показали. Ну что, дорогие мои, вот такая у нас с вами сегодня чистка. Вот такая у нас с вами отливка. Так, мне кажется, довольно много информации. И довольно она интересная была. Так, есть ли у нас тут... Ну, грязь есть. Не так много, но есть. Что это мы сегодня с вами чистили? Вы помните, да? Открывали мы с вами дороги и пути. И мы такие это сделали, мои хорошие. Посмотрите, какие есть, как много у нас чистых таких мест. Вот это все чистое, вот оно даже в виде дорог. Это все те дороги, которые мы открыли. То есть, может быть, вы ходили куда-то, да, там закрыто, не принимаются документы. Кто-то вам говорит все время нет, да. И вот здесь мы хорошенько довольно-таки, смотрите, какой процент сегодня почистился у нас, то, что ваши дороги будут открыты. Но, конечно, еще работа впереди у нас тоже есть. Может быть, новые люди заходят, да, а новые люди обычно, если не чистились давно, либо вообще никогда, то их труднее, понимаете, вот здесь вот вычистить. Дорогие мои, всем спасибо за то, что вы со мной. Не забудьте подписаться на мой канал, конечно, и поставить лайк этому видео, если вам здесь действительно познавательно и важно. И до новых встреч. Люблю вас всех и обнимаю. Пока-пока.